Всем нравятся истории о деньгах и успехе. Такая, знаете, чтобы человек с самых низов работал, трудился, а судьба била его несправедливо, а он бы превозмогал все невзгоды и своим упорством добился всего. А в конце он на вертолете летит на яхту, а там проходит вечеринка с полуголыми людьми. И вы знаете, у меня есть для вас такая история. Там есть и парень с низов, и шикарные дома, и яхта, и даже голые люди на вечеринке есть. Но только ведь знаете, эту историю успеха в современной России, поэтому будет небольшая такая национальная специфика. То есть это не совсем то, что показывают в Голливуде. Тем не менее, наша история. Итак, знакомьтесь с нашим героем. Зовут его Евгений Пригожин. Скорее всего, вы даже имя такое не знаете, но уверяю вас, что сейчас мы вам докажем, что с плодами его труда вы сталкиваетесь почти ежедневно. Это самый настоящий парень с низов. В 1979 году его даже осудили за кражу, а через 2 года снова осудили, только уже по более тяжкой статье. В общей сложности он провел в заключении 9 лет. Не самое хорошее начало для истории успеха, да? Но, тем не менее, тут развалился Советский Союз, наступил капитализм, и наш Пригожин пошел в бизнес. Сначала он работал директором продовольственного магазина, потом открыл ресторан. И вот именно ресторан подарил ему тот самый золотой миг, благодаря которому наш герой стал одним из самых богатых людей в России. В 2001 году в ресторан Пригожина зашел Владимир Путин. И владелец лично обслуживал богатого гостя. Вот смотрите, в одном из интервью он прям сам хвастается. Владимир Владимирович оценил, что я не гнушаюсь сам подносить тарелки. Пригожин шутил, он виртуозно подавал салфетки и был замечен. Он завязал дружбу сначала с водителем Путина, потом с его охранником, ну а дальше вообще стал чем-то вроде королевского шута, как это формулируют СМИ. Постепенно Пригожин оказывается главным организатором путинских вечеринок. Он лично разрабатывает меню, он сам подает блюда. В 2003 году Пригожин занимается организацией путинского дня рождения. И вот с этого момента его уже никто не называет иначе как повар Путина. Сначала повар Путина кормит весь Питерский экономический форум, потом гостей на инаугурации Медведева. Затем он делает большой рывок и становится эксклюзивным поставщиком питания в школы Москвы и на некоторое время школ Санкт-Петербурга. Поэтому просто знайте, если ваш ребенок ходит в школу в столице, то на каждом его обеде зарабатывает наш герой. Представьте только, какой-то колоссальный объем прибыли. Именно тогда Пригожин и стал официальным миллиардером. Теперь давайте подумаем вместе. Вот кого нужно кормить, чтобы заработать еще больше, чем на школьниках? Правильно, нужно кормить военных. Их много. И по мановению волшебной палочки наш повар получает эксклюзивный подряд на поставки продовольствия российской армии. Много денег, много, но и этого мало. Путин помогает Пригожину кормить и МЧС. Деньги льются рекой, но любая река может быть еще полноводней. И повар Путина становится еще и коммунальщиком. Ему передается обслуживание всех военных городков в стране. Поверьте, это огромные суммы. Военных городков ведь сотни, а может быть и 1000. Вот я сам жил в одном из таких долгие годы. Поставка топлива, котельные, ЖКХ, уборка воинских частей и самое дорогое, текущий ремонт. Это все Пригожин, это все повар Путина. Но обслуживание старых военных городков оказалось недостаточно. И все крупное, новое военное строительство, вот сейчас очень много строится на границе с Украиной, это все тоже строит повар Путина. Можно сказать, что в каком-то смысле он даже самый главный человек для российской армии после министра обороны. Всего за последние 5 лет фирма человека, достоинство которого заключается исключительно в том, что он повар и доверенное лицо Путина, получил государственных подрядов на сумму больше 200 миллиардов рублей. Важная деталь. К этому моменту Пригожин становится уже не просто поваром Путина, но и главным троллем Путина. Ведь именно ему принадлежат знаменитые фабрики ботов, расположенные в Санкт-Петербурге, в Ольгино и на улице Савушкина. Особенно это интересно тем, кто смотрит наше видео на YouTube. Вот эти все тысячи пропутинских комментариев, которые под копирку распространяются по всем социальным сетям, организует компания нашего повара Пригожина. Я уверен, что под этим роликом будет много дизлайков. Это вот оно самое. Заработал на школьниках и солдатах, потратил на пропутинские комментарии. Ну и себя, конечно, не забыл.
Любовь и Георгий специально для вас сделали такой небольшой обзор образа жизни семьи Пригожина. Они съездили заснять его родовое гнездо. Ну а пока они едут в Приморский район города Санкт-Петербург, давайте просто глянем на социальные сети семьи Пригожина. Открытая информация. И увидим, что оттуда богатство просто вываливается на нас с экранов. Главным источником наших открытий оказались социальные сети дочери Пригожина Полины. Вот она сама с папой. Футболка Пригожина как бы говорит нам, кому он благодарен больше всего. Сейчас социальные сети Полины Пригожиной закрыты, но в описании к этому видео вы найдете ссылки на все скриншоты. Сразу не будем мелочиться. У семьи Пригожиных есть свой самолет. Вся семья регулярно на нем летает. Вот Полина запечатлела брата, который наспор облизывает подошву кроссовка. Брат Полины вообще открытый человек. Во всех смыслах, мы еще это увидим. Что обычно идет вместе с самолетом? Правильно, яхта. Она называется Сент-Витамин. Длина 37 метров, цена 5 миллионов евро. Полина на вопрос в соцсетях описывает ее так. 6 спален, гостиная, терраса, столовая, кухня, каюта для персонала, 2 палубы. Изнутри яхта выглядит так. А вот яхта в профиль. Вот на ней отдыхает Полина. Вот мама Пригожина позирует у берегов Сочи. А вот, в общем, тоже позирует брат Полины Павел. Тот самый, с кроссовком. Следующий, обязательный атрибут богатства – это, конечно, коллекция автомобилей. У семьи Пригожина их очень много. Audi, Range Rover, BMW, Chevrolet и даже вот раритетный Cadillac, который принадлежит самому Пригожину лично. Но все это материальные ценности, а что может сравниться с дорогими воспоминаниями? Свадьбу Полина праздновала в Константиновском дворце. За платьем она специально летала в Париж. Да что там, она даже воплотила в жизнь песню Аллы Пугачевой. Потолок дворца украсили миллионом живых цветов. Можно еще много показывать, да и вы сами можете без проблем зайти и посмотреть, но мы вынуждены прерваться, потому что Люба и Жора уже доехали до Санкт-Петербурга и поместья Пригожина и уже летают над ним. Теперь летим и смотрим, как же живет скромный повар Путина и король дизлайков. Участок 1,3 гектара. Мы сразу видим дом. Вот это, скорее всего, бассейн со стеклянной крышей, а вот здесь что-то вроде оранжереи. А вот это, насколько мы понимаем, крытая стоянка для той самой коллекции автомобилей. А вот здесь очень хорошо. Флагшток с государственным флагом. Они могут опускать и поднимать его, прямо как на школьной линейке. Здесь фонтан. Теперь перелетаем на примыкающий участок дочери Пригожина. Здесь расположен ее дом с 2 постройками. Залетаем с другой стороны, чтобы лучше рассмотреть баскетбольную площадку, вертолетную площадку. Здесь очень дорогая земля, и по нашей оценке дом Пригожина и его дочери стоит примерно 600 миллионов рублей. Если вы думаете, что это все, то вы глубоко ошибаетесь. Перенесемся в Геленджик. Здесь у Пригожина еще одно поместье, расположенное прямо на берегу Черного моря, на землях лесного фонда, между прочим, где строительство вообще запрещено. Но это обычным людям запрещено, а повару Путина можно. Площадь участка почти 4 гектара. И здесь мы видим 2 группы коттеджей. Дом с бассейном стоит на возвышении. Из него открывается чудесный вид на Черное море. Соцсети детей Пригожина позволяют это оценить. Неподалеку расположен причал, где и пришвартована та самая пригожинская яхта за 5 миллионов евро. Мы вам показали только самую малую часть. То, что просто бросается в глаза, и то, что Фонд борьбы с коррупцией, обычная общественная организация, может найти по открытым источникам. Но, наверное, и этого достаточно, чтобы вы поняли, что же такое история успеха в путинской России. Это, к сожалению, почти всегда история ограбления бюджета. История наживы на людях, на школьниках и на солдатах. Ну и, конечно, это история кичливого богатства, которое просто швыряют в лицо всем остальным гражданам России, как бы говоря, смотрите, нищеброды, и завидуйте, вы никогда не будете жить так, как мы. Увы, наш маленький фильм вновь подтвердил, источником большого богатства и серьезного успеха в России является не ум, не образование, не тяжелый труд, а только доверительные отношения с президентом Российской Федерации. Именно поэтому российские миллиардеры – это не создатели чего-то нового, вроде Марка Цукерберга или Илона Маска, а путинские повара, соседи по даче, друзья детства, ну и все в таком роде. В прекрасной России будущего все будет по-другому, и богатеть будут люди умные и трудолюбивые. А для того, чтобы прекрасная Россия будущего наступила быстрее, помогите нам распространить это видео. Ну и подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят правду.